Всем привет, меня зовут Стас, я 8 лет живу в Польше и занимаюсь бизнесом, и сегодня мы поговорим о ИП в Польше и о самой первой базовой форме налогообложения, которая называется шкала податкова. То есть, когда вы открываете частное предпринимательство в Польше, если вы ничего не выбираете в формах налогообложения, то изначально вам присвоится именно эта форма налогообложения. И досмотрите это видео до конца, вы поймете, почему это может быть выгодно, если вы зарабатываете до 10 тысяч злотых в месяц. Это сокровенная цифра, которая нас будет в этом видео преследовать постоянно. И поймете, подходит ли это конкретно вам. Поехали. И прежде чем мы начнем, если вам нужна помощь в старте и развитии вашего бизнеса в Польше, помощь, собственно, в открытии компании, либо частного предпринимательства в Польше, в бухгалтерии, то снизу под видео есть ссылки на все наши услуги, будем рады помочь конкретно вам. Давайте поговорим про шкалу податкову, налоговая шкала. Предыдущие видео на тему налогов ИП можете посмотреть здесь. Мы говорили про reach-out, налог от оборота, мы говорили про податок линейный, линейный налог. И вот сегодня первая шкала податкова. В чем специфика этой формы налогообложения? Я сказал за 10 тысяч злотых, и не просто так, да. Во-первых, эта форма налогообложения работает от чистой прибыли, то есть от тех денег, которые вы чистыми выводите себе. Это значит, что вы ведете книгу доходов и расходов. И, во-вторых, у вас есть два лимита. Если в предыдущих формах налогообложения у вас нету таких лимитов, да, особо там, они очень большие, то здесь есть два очень важных лимита. И первый из них — это 120 тысяч злотых чистыми в год. Таким образом, если вы выводите на себя чистыми, внимание, чистыми, да, до 120 тысяч злотых в год, то вы заплатите 12 плюс 9%, итого 21% от чистой прибыли налога. Почему 12 плюс 9? Потому что это подоходный налог физического лица и плюс 9% ЗУС, складки здравотная, которая относительно недавно добавилась. Да? Польша добавила такой очень неприятный бонус. Это до 120 тысяч злотых. Соответственно, логично, что это 10 тысяч злотых в месяц, 120 разделить на 12 месяцев, это 10 тысяч злотых. И дальше, если вы хотите выводить себе больше денег, например, вы хотите вывести себе не 120, а, скажем, 200 тысяч злотых в месяц, в год, то вы со всего, что выше, будете платить уже аж целых 41%. Это очень невыгодно, поэтому запомните эти лимиты, за них нельзя будет переходить. Но со всего, что выше, то есть со 120 тысяч злотых вы заплатите 21%, со следующих 80 тысяч злотых вы заплатите 41%. Вот такая вот математика. Да? Теперь возникает вопрос, в чем нюанс? Да? В этой форме налогообложения очень много нюансов, всяких фишек. Во-первых, первые 30 тысяч злотых могут быть необлагаемой суммой. Ты с них заплатишь в фонд социального страхования, но ты не заплатишь ПИТ. Да? Поэтому есть, скажем, такая на первые 30 тысяч злотых, это сколько мы считали? 2500 злотых в месяц? Или это минималка как раз сейчас, да, в Польше? Примерно минималка. Да, 2500 на руки, то есть ты Польша такая говорит, окей, хочешь стать предпринимателем, если будешь 2500 на руки себе выводить за год, да, в месяц, то, 30 тысяч злотых в год выводишь, не заплатишь подоходного налога вообще. Заплатишь складку здравотную, но подоходного налога не заплатишь. Вот такая вот первая акция. В других формах налогообложения такой акции нет. Во-вторых, в этой форме налогообложения есть возможность вот эти 120 тысяч злотых повысить, умножить их в 2 раза, если у вас есть супруг или супруга, которые не работают на работе, вы можете сделать так называемое вспульное развлечение. То есть вы можете вместе в конце года сделать такое совместную уплату налогов, да, и этот лимит повысится до 240 тысяч злотых. Таким образом, если ваша текущая конструкция жизни, да, это в принципе то, почему по-прежнему актуально у нас консультации покупать, да, в чем есть смысл вообще, это вот подстройка под текущую конкретную конструкцию жизни человека, да, и ваша конструкция жизни такова, что вы работаете, вы открываете ИП в Польше, jednoosobowa działalność, ваш муж или жена не работает, вы понимаете, что вы будете выводить от 10 до 20 тысяч злотых в месяц. Это классный способ идти на шкалу податковую, чтобы платить как можно меньше налогов. Да, как можно меньше налогов.
Есть исключения, именно поэтому нужно каждую ситуацию персонально разбирать. Важный момент, часто в комментариях вы приплетаете тему вата. Вы так пишете, что Станислав, ну это вы все хорошо и правильно рассказали, но вы-то забыли про 23%. И, ребята, не приплетайте, пожалуйста, к этому всему ват. Ват отдельно считается, это та надбавка, которую вам, если вы являетесь плательщиком ват, нужно будет все равно заплатить. Поэтому не надо его приплетать к ПИТу и ЗУСу, не надо его приплетать к вашим налогам вашего ЧП. Будете плательщиком ват, придется его просто добавлять к стоимости вашего товара. Но его уплачивает тот, кому вы выставили инвойс, либо тот клиент, который купил у вас товар или услугу, но не вы. Вот это вот тоже для понимания вата. Итого, друзья, такой вывод. Сейчас вы в комментариях мне будете писать непонятно, так в месяц или в год, так в год или в месяц, почему я так часто говорю за эти месяца и года, потому что в Польше очень многие налоги считаются как бы в контексте года, да, лимиты все в контексте года, но мы-то с вами зарабатываем в месяц деньги, мы не зарабатываем, не выводим себе раз в год, да, поэтому я вам как бы облегчаю жизнь. Таким образом, если у вас есть понимание, что вы будете выводить себе от 10 до 20 тысяч злотых чистыми на себя, как на физическое лицо, это ваш чистый доход. Вы понимаете, что вам есть что списывать на расходы. Вы понимаете, что у вас есть муж или жена, который не работает. Скорее всего, вам подойдет шкала податкова. Вам подойдет вот эта первая форма налогообложения. Спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Если я могу помочь вам в развитии вашего бизнеса, помочь открыть ИП в Польше, помочь открыть компанию спółka z o.o. в Польше, или вам нужна платная профессиональная консультация, снизу под видео есть все необходимые ссылки, оставляйте заявку, я либо менеджер с вами свяжется, я буду рад вас видеть. Хорошего вам бизнеса в Польше!